Уокер из секретной службы. Мелвилл Дэвисон Пост. Глава 7. Алмаз. Остроту жизни поддерживает то, что никогда невозможно предугадать, что ждет впереди. За каждым поворотом обязательно скрывается сюрприз. Все меняется на ходу, выражаясь простым языком. Начинаешь в английской гостиной, а оказываешься в пустыне Гоби. Никогда не знаешь, куда ведет дорога. Возьмите хоть масштабные события, хоть житейские мелочи, система одна и та же. Но я не собираюсь читать лекции по философии, я собираюсь привести пример, случай, который преподнес мне огромный сюрприз, цепочку событий, которые начались в одном направлении, а завершились совершенно в другом. Я видел их вполне простое начало, но они, говоря разговорным языком, переиграли меня. Я только что приехал из Бар-Харбора. У меня был искусственный алмаз, сделанный в Германии, и я искал Уокера. Уокер — начальник секретной службы Соединенных Штатов Америки, и он знает об искусственных камнях больше, чем любой другой человек в Америке, за исключением, разве что, Бартолди. Драгоценные камни для Уокера — это страсть, а для Бартолди — профессия. Не знаю, какой из этих стимулов заставляет человека работать эффективнее. Увлеченный человек становится экспертом благодаря своему азарту, а другого к этому вынуждает профессиональная необходимость. Как бы то ни было, я хотел показать свой алмаз им обоим. Я нашел Уокера в 47-м национальном банке в нижней части 5-й авеню. Он кивнул мне в знак приветствия и продолжил разговор с кассиром за перегородкой. Ограбления не было, вот что меня озадачивает. Как они заполучили эту вещь? Повезло, что банк почти сразу обнаружил пропажу и поднял тревогу. Посылка только что прибыла и лежала на полке под столом бухгалтера. Но как они ее достали? Вот так я и нашел Уокера. Никто и никогда не принял бы Уокера за главу правительственной секретной службы. По внешнему виду он был последним, кого можно было бы принять за тайного агента. Он выглядел как сугубо практичный человек, каким, собственно, и являлся. Вы бы ни за что не подумали, что у этого человека есть воображение, да у него его и не было. По крайней мере, у него не было воображения в том смысле, в каком мы обычно его понимаем. Полагаю, он обладал тем типом воображения, который присущ изобретателю или математику, вычисляющему орбиты звезд, или инженеру, которому необходимо рассчитать нагрузки на мост. Когда он вышел, я попросил его взглянуть на мой алмаз. На его лице отразился неподдельный интерес. «Сходи к Бартолди», — сказал он. «Я буду через час». И добавил с подобием улыбки. В моем ремесле не бывает передышек. Кто-то вечно либо грабит Национальный банк, либо пытается это сделать, подкапывается изнутри или устраивает какую-то игру снаружи. Затем он рассмеялся. Вот так я и нашел Уокера, как раз тогда, когда он был мне нужен. Совершенно случайно я волею судеб в это впутался, как сказали бы вы. Что ж, мне ничего не объяснили. На самом деле, говоря чистую правду, за кучей вежливых намеков он выставил меня из банка и отправил к Бартолди ждать его прихода через час. Я не имею в виду, что он выгнал меня приказом. Он выманил меня, он вытеснил меня, примерно так, как поступают с ребенком, который случайно забрел на довольно напряженное совещание. Я пошел к Бартолди. Все знают, где это находится. У него огромное заведение на 5-й авеню, довольно далеко вверху, торговля переносится туда. Крупные розничные торговцы поняли это еще 12 лет назад.
Бартолди не самый великий торговец драгоценностями в мире, но один из величайших. Самый великий торговец драгоценностями в мире – это Маходол в Бомбее, затем идут Ван дер Дик в Амстердаме и Хауземан в Париже. Это большой магазин, как я уже сказал. Впрочем, вы и сами его знаете, нет причин описывать его здесь. Огромное помещение со стеклянными витринами, как в любом американском магазине, и драгоценности выставлены на показ, что является почти всеобщим обычаем в Америке. Не то что в некоторых зарубежных заведениях, где видишь только квадрат черного бархата, а драгоценный камень, когда вы назовете нужный вид, выносят из хранилища. Я находился в этом магазине перед длинным прилавком, в котором выставлен лоток с алмазами, когда появился Бартолди. Появился — это самое точное слово, я не видел его до тех пор, пока он вдруг не возник передо мной по другую сторону стеклянной витрины. Он не похож на ювелира. На самом деле, он вообще не похож на человека, ведущего активный образ жизни. Он крупный и поджарый и, несмотря на услуги лучшего портного, производит впечатление огромного человеческого тела, иссушенного в какой-то пустыне. Но он жив-здоров, уж поверьте. Я бы хотел посмотреть на человека, который смог бы обмануть его в вопросах драгоценностей. Я показал ему свой алмаз. Это был крупный алмаз без оправы, и он был завернут у меня в кусочек папиросной бумаги. Он прищурился, разглядывая его между большим и указательным пальцами. «Хороший экземпляр», — сказал он, — «первоклассный экземпляр». Слоистую структуру можно увидеть невооруженным глазом. Он сделал паузу, а затем продолжил. Я никогда не верил, что химики могут вырастить алмаз. Конечно, рубины они выращивают и делают это ловко, чертовски ловко, но всегда можно определить подделку по пузырькам внутри, они не могут избавиться от пузырьков. Он отодвинул мой алмаз чуть дальше от глаз. Полагаю, все дело в недостаточном давлении. Если бы они могли получить угловатые полости, какие бывают в корунде, они были бы на верном пути, конечно, они никогда не добились бы ровного сияния подлинного рубина. Но пожилых дам в гостиной они бы обманули. Затем его голос перешел на писклявую ноту. Вас бы приняли за владельца рубинов, если бы вы были достаточно богаты, чтобы подкрепить эту гипотезу. Он покрутил мой камень в пальцах, затем указал на витрину под своей рукой и достал лоток с алмазами. Он выбрал плоский алмаз, такой же крупный, как мой фальшивый, вправленный в платиновый ободок. Я бы не смог заметить разницу. Мой алмаз стоил $400. Бартолди сказал, что в лотке нет ни одного камня дешевле $5000. Я отступил назад, чтобы взглянуть на них с небольшого расстояния, примерно с такого, на каком замечаешь алмаз на женской руке за ужином на другой стороне стола. Я не видел никакой разницы между двумя камнями. Их можно было бы поменять местами, и на таком расстоянии они бы меня обманули. Но Бартолди они не обманули. «Не очень-то они и похожи», — сказал он, — «у вашего камня какой-то маслянистый вид». Я этого не заметил. И я так ему и сказал. Я знал об этой особенности искусственных камней, они выглядят так, словно их спрессовали, а не огранили. Но это касалось искусственных камней более низкого качества, чем тот, что я показал Бартолди. Мой экземпляр был огранен и казался мне очень четким, почти таким же безупречным, как лучший из настоящих. Но именно здесь и проявляется наметанный глаз. Уокер знал, что камень фальшивый, и Бартолди понял это мгновенно. Он видел слоистую структуру невооруженным глазом. Я мог разглядеть ее только с помощью хорошей линзы, но маслянистого вида так и не уловил,
поэтому придвинулся ближе к лотку на прилавке, чтобы рассмотреть все в деталях. Я двинулся не прямо вперед, а сделал шаг в сторону, и тут заметил двух человек, которые вошли в магазин вслед за мной. Я взял свой алмаз и сразу отошел в сторону, чтобы не мешать. Уокеру и Бартолди нужно было заниматься делом. У меня не было желания задерживать покупателя. Я всего лишь бездельничал с лабораторным камнем, а Бартолди нужно было продавать драгоценности, чтобы содержать магазин. Я не мог отнимать его время, если только он не был совершенно свободен. Двое вошедших сразу же привлекли мое внимание. Они привлекли бы внимание кого угодно, даже если бы за этим ничего не последовало. Если бы кто-то случайно заметил их, то обязательно остановился бы и стал разглядывать, где бы это ни произошло. Вы были бы вынуждены думать о них. Они подстегнули бы ваше любопытство. Никто не смог бы пройти мимо этих двух людей, не попытавшись найти для себя какое-то объяснение, а для меня в них крылось нечто большее, чем просто их внешний вид. В моей голове промелькнуло смутное ощущение, будто я уже видел их где-то в другом месте. В тот момент я не мог вспомнить, где именно. Полагаю, это было то, что психологи называют подсознанием. Во всяком случае, оно так и не оформилось в четкое воспоминание. Но оно осталось своего рода фоном для того яркого впечатления, которое они на меня произвели. Этими двумя людьми были старик и девушка. Сами слова отлично сочетаются друг с другом, но эти двое не подходили друг другу ни в каком смысле. Девушке было не больше 16 лет, а мужчине перевалило за 70. В этом не было бы ничего странного, старик и его внучка, сказали бы вы. Но здесь все было не так. И именно это впечатление так кричаще бросалось в глаза. Все было совершенно не так. Мужчина был одет очень хорошо, все на нем было самого лучшего качества и изысканно, пожалуй, даже слишком изысканно, слишком кричаще. Когда об этом задумываешься, становилось понятно, что он одевался так, словно хотел казаться моложе. Присутствовала какая-то яркость, намек на молодость, которой у этого человека уже не было. Он был старым, но крепким мужчиной, и от него веяло богатством. Я не могу точно указать на эти признаки, но их было легко заметить, и их редко удается успешно сымитировать. Полагаю, умный актер справился бы с этим. Уокер говаривал, что лучшие актеры играют не на сцене, они сидят в тюрьме Джолиет. Именно так этот человек и выглядел, один из тех праздных богачей, которые состарились в атмосфере роскоши. По моим прикидкам, у него должен был быть городской дом, загородное поместье, яхта и почти все мыслимые пороки. Его глаза, неприятный рот и толстые уши служили отличным тому подтверждением. Мне казалось, что я знаю этот типаж. Девушка же вызвала у меня своего рода изумление. На ней было дешевое готовое платьице, купленное, должно быть, в деревенской лавке, и выглядело оно так, словно она в нем спала. И она действительно в нем спала. Эту помятость дешевого материала невозможно было перепутать ни с чем. На ней была соломенная шляпка с яркой подкладкой, усыпанная грязными искусственными цветами. Ее туфли были слегка стоптаны. В целом она выглядела неопрятной, какой бывает человек после долгой поездки в обычном общем вагоне, когда приходится спать прямо в одежде, а именно это она и сделала. Но все это не могло скрыть того факта, что она была по-своему хороша собой. У нее была гибкая фигура и то очарование, которое присуще юности. Сон в одежде и дорожная грязь не способны это затмить. Она была молода, и в ней было то, чем обладает только молодость. Теперь вы понимаете, почему я сказал, что эти двое вместе озадачили меня.
По отдельности ни один из них не привлек бы и взгляда, и уж точно не вызвал бы никаких размышлений. Но вдвоем, как я уже подчеркивал, они буквально требовали какого-то объяснения. Они озадачили меня, но ничуть не озадачили Бартолди. Полагаю, он понял все гораздо быстрее, чем я. Впрочем, я и сам сообразил довольно быстро, точно так же, как вы, без сомнения, понимали это с самого начала и как Бартолди понял с первого же взгляда. Они подошли к стеклянному прилавку, и мужчина попросил показать алмазное кольцо. Девушка не поднимала глаз. Она не произнесла ни слова. Казалось, ей хотелось как можно глубже спрятаться под своей грязной шляпкой. Бартолди выставил еще несколько лотков рядом с тем, что уже лежал на столе. Старик отошел чуть в сторону, и девушка приблизилась вплотную к стеклянному прилавку. Она наклонила голову над камнями, словно желая рассмотреть кольца и в то же время остаться под прикрытием своей поношенной шляпы. Она не проронила ни звука. Но она точно знала, чего хочет, потому что внезапно протянула руку и взяла тот самый плоский алмаз, который лежал на стеклянной витрине рядом с моим искусственным камнем. Она надела кольцо на палец и отступила назад, словно надеясь немного укрыться за спиной старика. Я был поражен. «Го!» — подумал я про себя. Каковы запросы? Неужели он пойдет на это? И что же, он пошел. Он оказался поистине щедрым старым гулякой, надо отдать ему должное. Бартолди назвал цену — $5000, и старик даже бровью не повел. Он сделал небрежный жест. Не думаю, что он вообще одобрил эту покупку хотя бы единым словом. Он достал из кармана плоский кожаный бумажник, извлек оттуда банковский чек, попросил у Бартолди перо, точнее, выразил желание получить ручку, нетерпеливо пошевелив пальцами, и, когда получил ее, поставил на чеке свою передаточную надпись. Затем он показал Бартолди письмо, которое находилось в конверте вместе с чеком. Я проводил их взглядом до самой двери. Там их ждало такси, они сели в машину и покатили вверх по авеню. У человека такого типа должен быть дом где-нибудь здесь, на авеню, стоял Август, дом, скорее всего, был закрыт, я начал сопоставлять факты. Я все еще стоял там, когда подошел Уокер. Я окликнул его. «Уокер», — сказал я, — «ты опоздал на самую малость». «Видишь, что такси?» Он сделал шутливый жест. «Я вижу все», — ответил он, — «что дьявол посылает мне наперекор, и что же в этом такси?» «Там готовое дело», — заявил я, «для окружного суда Соединенных Штатов Америки по уголовной части, или я гроша выеденного не стою как детектив». «Все детективы не богаты», — заметил Уокер. «Будь они богаты, у них были бы городской дом, загородное поместье и свора гончих». «Ну», — парировал я, — «у этого старого хрыча в такси все это как раз есть». А еще у него есть кое-что такое, что законы Соединенных Штатов Америки запрещают перевозить через границу штата. Уокер посмотрел на меня с чудинкой. Он приставил кончик пальца к своему лбу. «Солнечный удар?» «Послушай», — сказал я, — «разве подобные дела не входят в твои обязанности точно так же, как и попытки помешать нечистому на руку кассиру подкапываться под банк изнутри? Разве Соединенные Штаты Америки, согласно довольно недавнему закону, не должны помогать добродетели спасаться от дракона?» Лицо Уокера расплылось в кривой усмешке. «Это помогает ушлым дамам полусвета заниматься мелким шантажом на стороне. В данном случае ты напал на ложный след», — отрезал я. Я принялся описывать ему случившееся и этих двух людей.
Описывал их тщательно, до мельчайших подробностей, а он слушал, не произнося ни слова и не совершая ни единого движения. Он стоял совершенно неподвижно там, на журкой улице перед огромным магазином Бартолди. Но его поведение изменилось. По его абсолютно бесстрастному лицу я понял, что это дело вызвало у него глубокий, серьезный и искренний интерес. Он тихо выругался, словно процедил слова сквозь зубы. «Опоздали на 10 минут», — произнес он. «Куда они поехали?» Уокер на мгновение замер, опустив голову и прищурив глаза в глубоком раздумье. Я прервал его, повторив его же собственные слова. «Опоздали на 10 минут». «Да ты опоздал всего на пару минут». Такси едва успело скрыться там, в дорожном потоке. Я указал рукой вверх по авеню. Уокер даже не поднял глаз. «Я думал о Бартолди», — сказал он. «Я опоздал к Бартолди на 10 минут». «Ну да», — согласился я, — «Бартолди мог бы сказать тебе, кто этот человек». Он наверняка его знал. «А нет», — ответил Уокер. Бартолди его не знал. Я был изумлен. «Да брось, Бартолди точно его знал», — настаивал я. Голос Уокера перешел на неторопливую растяжку. «Точно не знал». Бартолди не стал бы соучастником преступных авантюр этого человека. Я рассмеялся. Какое дело Бартолди до преступных авантюр? Он же торгует драгоценностями. До этой преступной авантюры ему будет дело, отрезал Уокер. Затем он резко посмотрел на меня. «Как думаешь, куда они поехали?» Я поделился своими мыслями. У человека такого типа должен быть дом на авеню, закрытый на август. Уокер покачал головой. «Думаю, я знаю, куда они направились», — произнес он. Я снова посмотрел на него в изумлении. «Значит, ты знаешь, кто этот человек?» Уокер ответил резким встречным вопросом. «Ты видел внутреннюю сторону его кисти, правой руки?» Вот на что стоило посмотреть. «А как же девушка?» Парировал я, ведь намеки Уокера задевали мое самолюбие. Посмотреть стоило на ее руку, на ней теперь красуется алмаз Бартолди. Он как-то рассеянно поднял глаза. «Девушка меня озадачивает, я не понимаю, какое отношение она имеет к этому делу». Я рассмеялся. «Бартолди то все понял», — сказал я. «Бартолди». Уокер словно очнулся от своих мыслей. «Черт побери. Нам нужно вернуть его алмаз». Он резко бросился в гущу дорожного потока на авеню, окликнул такси и махнул мне рукой, приглашая сесть с ним. Я запрыгнул внутрь, и мы покатили вверх по 5-й авеню. Через квартал или два мы намертво застряли в автомобильной пробке. «И все-таки», — заговорил я, — «ты думаешь, что эта девушка, милая деревенская родственница, дорогая племянница, оцененная аж в алмаз за $5000?» Уокер в раздумье потирал лицо. «Чушь!» — бросил он. «Девушка ему не родственница». «Тогда к чему алмаз за $5000?» «Вот это я и хотел бы знать», — отозвался Уокер. Я рассмеялся. Все это выглядело слишком нелепо. Если плата за грех — алмаз за $5000, то этот грех нужно сначала совершить, чтобы его заработать. Этот старый гуляка ни за что не упустил бы возможность получить сполна за свои деньги. «Ладно», — согласился Уокер. «Значит, ты считаешь, что ему уже заплатили за это?» — спросил я.
«Безусловно», — ответил Уокер, — «этому человеку уже заплатили». Вскоре, когда затор на дороге рассосался, такси свернуло с авеню и остановилось перед центральным вокзалом. Уокер на секунду задержался, когда мы вышли. «Если я правильно сопоставил факты», — произнес он, — «они будут здесь». Девушка приезжала ради своего алмаза. Как она его заработала, ума не приложу. А мужчине нужно было покончить с этим делом как можно скорее. Он сделал короткий жест. От вокзала до Бартолди на такси и обратно к первому же отходящему поезду, вот каков был его план действовать в спешке. И добавил. Это был риск, огромный риск. Но ему пришлось пойти на это. Он никому не мог доверять и должен был сделать все сам. Я посмотрел на Уокера с тем, что сам посчитал ироничной улыбкой. «В таком случае, по закону он невиновен», — заметил я, ведь он всего лишь привез эту девчонку, чтобы купить ей алмаз. Уокер, казалось, глубоко задумался. «А нет», — ответил он виновен». «Значит, он тебе нужен?» — спросил я. Уокер вдруг широко раскрыл глаза и посмотрел на меня. «Разумеется», — подтвердил он. «Тогда почему же ты не торопишься?» Поторопил его я. Он посмотрел на меня с неторопливым интересом. «Если он здесь», — сказал он, — «то уже никуда не денется». Там внутри находится 3 лучших агентов департамента. Я отправил их туда еще тогда, когда только собирался к Бартолди на встречу с тобой. Но как они его узнают? Спросил я. Они узнают его по шраму на руке, ответил Уокер. Им следовало бы узнать его по девушке, которую он ведет под руку, заметил я. В голосе Уокера послышалось раздумье. А что, если она все-таки его внучка? Я рассмеялся. И этот смех стал словно ключом к моей памяти. Я тут же вспомнил, где именно видел этого мужчину и девушку. Это было в конце тропы, которая тянется вдоль моря к югу от Бар-Харбора. Там, где тропа заканчивается, стоит огромный дом. Он был закрыт, окна заколочены, а за территорией ухаживали лишь изредка, теперь я это вспомнил. Как-то днем я решил срезать путь от этой морской тропы к деревенской улице и случайно забрел в огромный заброшенный сад. Я шел совершенно бесшумно. Тропинки заросли травой и листьями, стояла полная тишина, и вдруг я услышал тихий ропот голосов. Мне стало любопытно, кто бы это мог быть, ведь, как я уже сказал, усадьба была закрыта, к тому же я как раз понял, что прохода к деревенской улице здесь нет. Я сделал несколько шагов вперед, и передо мной, в углу сада, скрытой огромной цветущей лозой, стояли этот старик и эта девушка. Теперь, когда у меня появился ключ к воспоминанию, я воссоздал ту сцену в идеальных подробностях. Старик говорил вполголоса, словно в чем-то убеждал ее, что-то предлагал, а девушка слушала его точно в такой же позе, в какой я видел ее сегодня днем, опустив голову и свесив руки. Я тогда тихо ушел, помню и объяснение, которое сразу пришло мне в голову. Старик, должно быть, владелец этого поместья, а девушка, возможно, дочь смотрителя. Это воспоминание полностью подтверждало мое сегодняшнее впечатление, то самое впечатление, которое, очевидно, убедило и Бартолди. Я рассказал все это Уокеру, очень тщательно и со всеми подробностями, пока мы шли по огромному вестибюлю вниз, к выходам к поездам. Уокер крепко сжал мою руку своей большой ладонью. «Это все объясняет», — прокомментировал он. Затем он резко остановился. «К слову сказать»,
произнес он, будто это только что пришло ему в голову, и у него наконец появилось время подумать об этом. «Дай-ка мне взглянуть на тот искусственный алмаз». Я достал кусочек папиросной бумаги из жилетного кармана и протянул ему. Он развернул бумагу, вынул алмаз и оставил его у себя в руке. Мы пересекли бурлящую толпу людей, заполонивших огромный вокзал, и направились к выходу, где была указана посадка на вечерний поезд до Бар-Харбора. Мы влились в небольшую группу пассажиров, и тут я внезапно понял, что мы стоим прямо за спиной старика и девушки. Они повернулись лицом к выходу на платформу. Внезапно Уокер разжал ладонь и уронил мой алмаз на пол. Камень с устуком покатился прямо к ногам девушки, а Уокер стремительно наклонился и поднял его. «Ваша дочь», — обратился он к старику, — «выронила камень из своего кольца, позвольте мне вернуть его». Мужчина мгновенно обернулся, словно загнанный в ловушку зверь. На мгновение обе его руки нырнули в карманы пальто, и на секунду его лицо стало растерянным, бледным и смертельно опасным. Затем он протянул руку за алмазом. Уокер отдал его ему и повернулся ко мне. «Пожалуй», — сказал он, — «нам лучше проверить, погрузили ли сундуки. У нас есть еще почти 10 минут ожидания». И он зашагал в сторону большой лестницы, ведущей в багажное отделение. Девушка не двигалась, она не произнесла ни слова, она оставалась в том же положении, что и в магазине Бартолди, опустив голову и стараясь как можно сильнее спрятаться под полями своей поникшей шляпы, усыпанной грязными розами. Уокер широким шагом направлялся к большой лестнице, а я в полном изумлении поспешил за ним, чтобы догнать. «Черт побери, дружище!» — крикнул я, поравнявшись с ним. «Зачем ты отдал ему мой алмаз?» «Я хотел посмотреть, есть ли шрам на его руке», — ответил Уокер. «Он там есть». «Значит, ты его знаешь?» «Разумеется», — подтвердил Уокер. «И ты не собираешься его арестовывать?» К Уокеру снова вернулась его прежняя небрежная манера. «Нет», — ответил он, — «я не собираюсь его арестовывать. Ты же видел, как его руки нырнули в карманы. Если бы не твой алмаз, здесь было бы много убитых». К счастью, я вовремя об этом подумал, к тому же мне нужно было увидеть внутреннюю сторону его ладони. «Но мой алмаз», — не унимался я, — «когда я получу его обратно?» Уокер продолжил свой неторопливый разговор. «Ты получишь свой алмаз тогда, когда Бартолди получит свой». «И когда же это будет?» Настаивал я. «Прямо сейчас», — ответил Уокер. Затем он замедлил шаг, снял шляпу и на мгновение поднял ее над головой, словно уставший человек, который хочет перевести дух после долгой дороги. Тут же трое пассажиров, двое мужчин и женщина между ними, несшие сумки, пальто и прочие дорожные вещи, вышли из толпы, хлынувшей в здание вокзала с улицы, и поспешно влились в группу людей, ожидавших посадки на поезд до Бар-Харбора. И в этот момент произошло нечто драматическое. Я отчетливо видел старика, он краем глаза следил за Уокером и по-прежнему держал руки в карманах. Но он совершенно не обратил внимания на этих троих людей, которые подошли к группе, словно отыскивая нужный поезд. Когда они проходили мимо, быстрее, чем можно было заметить глазом, руки старика были перехвачены, выдернуты из карманов, и на них защелкнулись наручники. Пистолеты, зажатые в его ладонях, выбили, они с грохотом повалились на пол. «Черт побери!» — вскричал я. Этот старик — самый опасный ловелас, какого я только видел в жизни. Уокер ответил своей неизменной неторопливой растяжкой. «Он самый опасный банковский мошенник, какого ты только видел». Девушку допросили, и теперь все прояснилось.
Уокер объяснил мне всю суть по дороге к Бартолди, пока мы ехали в такси. Мой собственный алмаз уже лежал у меня в кармане, а у Уокера был алмаз Бартолди, который предстояло обменять на фальшивый чек. Этот старик оказался Вронским, самым известным фальшивомонетчиком в мире. Он подкупил эту девушку, которая работала уборщицей в банке Empire в Бар-Харборе, чтобы она украла книжку пустых банковских чеков и несколько листов фирменных бланков. Сделать это было несложно. Книжка незаполненных бланков лежала прямо на столе бухгалтера в той самой упаковке, в какой ее привезли из типографии, а фирменную бумагу и вовсе никогда не запирали. Имея на руках незаполненные чеки с секретными водяными знаками банка, Вронский смог подделать чеки на Нью-Йорк и пустить их в ход. Свою личность он подтверждал поддельным письмом от руководства банка на той самой фирменной бумаге. В письме сообщалось, что банк направляет ему чек, который он намерен обналичить, а также указывались сумма и номер этого чека. «Это была ловкая схема», — добавил Уокер. Секретные водяные знаки на бланках чеков доказывали, что они подлинные, именно это и убедило Бартолди. А поддельное письмо подтверждало личность человека, который взялся этот чек обналичить. Сама подделка не составила для Вронского труда, вся сложность заключалась в том, как раздобыть бланки и фирменную бумагу. И он раздобыл их с помощью алмаза, заметил я. Уокер растянул слова еще сильнее. Точно так же, как мы поймали его самого. Вот так это приключение началось с алмаза и завершилось арестом одного из самых опасных преступников в мире. Что я там написал в самом первом абзаце этой истории? Вернитесь назад и перечитайте. Секретная служба Уокера. Глава 8. Опытный детектив. Уокер держал в потайном ящике своего письменного стола 2 затрепанных журнала с отмеченными в них рассказами. Он говорил, что держит их для охлаждения пыла, как врач держит лекарства, чтобы сбить лихорадку. С регулярностью заведенной привычки он протягивал их 2 типам докучавших ему посетителей, тем, кто велеречиво восхищался профессиональными сыщиками, и той, другой категории людей, которые уверяли его, будто вдохновленный любитель, например, какой-нибудь местный прокурор в уголовном деле, способен перехитрить самых проницательных слуг тьмы. Я привожу эти 2 рассказа в том поучительном порядке, в каком они следовали друг за другом. Обвинение закончило изложение своего дела. Осуждение подсудимых казалось делом решенным. Эпизод за эпизодом опытный детектив Баркман связывал косвенные улики воедино, пока они неизбежно и намертво не привязали подсудимых к совершенному преступлению. Это был крупный мужчина с голубыми, словно осколки фаянсовой посуды, глазами, широким лицом и жестокой, асимметричной челюстью. Чувствовалось, что никакие сантименты не смогут его удержать, и любое начатое дело он доведет до самого отчаянного конца. Сейчас он сидел в кресле для свидетелей. Он был последним свидетелем со стороны государства, и теперь, когда обвинение полностью выстроило свою линию, его передали стороне защиты для перекрестного допроса. Время близилось к вечеру. Поток солнечного света, проникавший через открытые окна, ложился на судебный зал. Это был зал суда в небольшом южном городке, который лишь недавно пробудился к промышленной жизни, а потому ведение судебного процесса все еще подчинялось старым, более неторопливым и размеренным формам. Зал заседаний был переполнен людьми вплоть до самого барьера, отделявшего столы адвокатов от публики. Судья, высокий человек с длинным, мягким, нездоровым лицом, восседал на своем судейском возвышении. Справа от него, ступенью ниже, расположился секретарь.
Присяжные заседатели сидели в креслах вдоль стены, слева от судейского стола. А между судьей и присяжными сидел свидетель. Прокурор находился перед своим столом, чуть правее первой ступени, ведущей к судейскому возвышению. На его столе лежали юридические книги и 2 пестрых носовых платка в горошек, небрежно брошенных поверх каких-то бумаг. Но эти предметы его больше не занимали. Он откинулся на спинку стула, переплел пальцы рук и поднял лицо, словно погрузившись в раздумье. Дальше вправо, на 2 стульях у самого барьера, сидели подсудимые. Один из них был крупным пожилым мужчиной с багровым, испитым лицом и коротко, под корень, остриженной головой. Складки жира тянулись по основанию его шеи, частично скрытые белым шелковым платком, который удерживался под подбородком длинной старомодной булавкой с гранатом. Его спутником был маленький, худой человек с лисьим лицом, который нервно ерзал на своем стуле. Самой же поразительной фигурой в зале суда был адвокат подсудимых. Он сидел между ними, выдвинувшись на ширину стула вперед, перед своим столом. На этом столе не было абсолютно ничего, кроме чернильницы, 2 перьев и большого листа промокательной бумаги. Там также лежала толстая стопка пищи бумаги, приготовленная для удобства адвоката на случай, если он захочет записать показания, но на ней не было выведено ни единого слова. Адвокат был человеком огромного телосложения. Он сидел в кресле в расслабленной позе. Его густые черные волосы были гладко зачесаны. Они отливали маслянистой, глянцевой чернотой. Крупные, массивные черты его лица имели землистый оттенок, как будто в коже этого человека совсем не осталось жизненных сил. Глаза его были почти полностью закрыты, рот приоткрыт, а толстые губы сжимали незажженную сигару. Каждая деталь его одежды была безупречна и подобрана с величайшей тщательностью. Этому человеку было, пожалуй, около 60 лет, но в его грузном, расслабленном теле и тяжелом лице возраст казался неопределенным. Теперь он вынул сигару изо рта и положил ее на стол. Он пошевелился, словно человек, пробуждающийся от глубокого сна. Он не сразу взялся за свидетеля, когда прокурор передал его для допроса. Но теперь, наконец, после слов судьи «Приступайте, полковник», он приподнял голову. «Вы ведь опытный детектив, господин Баркман». Голос адвоката прозвучал со странным, затихающим унылым поскуливанием, словно он исходил из каких-то пещерных глубин огромного тела этого человека. Свидетель огляделся с едва заметной усмешкой. «Ну, полковник», — произнес он, — «кое-какой опыт у меня имеется». «У вас огромный опыт. Вы были начальником полиции, затем основали детективное агентство. У вас колоссальный опыт в расследовании преступлений. И вы обычно оказывались правы». Это было весьма щедрое признание, особенно когда все указывало на обратное. Этот детектив вовсе не отличался безупречной репутацией в глазах общества, в профессии, и без того слишком часто подверженный сомнениям. Его участие в делах банка объяснялось тесной связью с Хэллоуэем, связью, которая, как все прекрасно знали, возникла после улаживания одного сомнительного дела в личной жизни банкира. Банку не требовался штатный сыщик на постоянном окладе. Была ли эта синекура проявлением благодарности со стороны банкира или своего рода шантажом? Здесь скрылся отличный материал, с помощью которого можно было бы подорвать доверие к свидетелю. Однако адвокат предпочел вместо этого признать превосходящую ментальную проницательность этого человека в криминальных делах. Свидетель зашевелился в своем кресле. «Ну, полковник», — сказал он, — «я стараюсь быть правым». «И вы почти всегда были правы», — продолжил адвокат.
В деле Дилова утверждали, что покойный не мог быть убит пулей, выпущенной из подвальной решетки в 100 ярдах к востоку от окна этого человека, и позже было доказано, что траектория полета пули, выпущенной из той точки, пришлась бы точно в электрический фонарь на середине этого расстояния. А в деле Литлвуда вы заявили, что следы борьбы были сфабрикованы, поскольку наклон древесных волокон в сломанной оконной раме показывал, что давление оказывалось изнутри комнаты, а не снаружи. Голос адвоката перешел в более легкое, растянутое бормотание с шутливыми нотками. «У вас за плечами большой опыт и куча работы, но вы на этом не разбогатели. А ведь вам хотелось бы стать богатым, не так ли?» Свидетель усмехнулся. «Думаю, всем хотелось бы быть богатыми, полковник». Адвокат улыбнулся широкой, расслабленной, слегка глуповатой улыбкой. «Вот старина Билл», — сказал он, кивнув назад, и лживый Луи тоже хотели бы разбогатеть, но их, скорее всего, вздернут на виселице. Он снова усмехнулся. «Вы ведь не боитесь, что вас повесят, господин Баркман?» Все в зале засмеялись. Чудачества этого адвоката были одной из главных достопримечательностей судебных заседаний. Судебные чиновники относились к ним с добродушным снисхождением, они знали этого человека всю жизнь, бок о бок работая в условиях старой, неторопливой и деликатной цивилизации. Адвокат сделал жест рукой, словно отмахиваясь от сиюминутной шутки. Это ведь было очень хитроумно продуманное преступление. Свидетель теперь пребывал в отличном расположении духа. «Я бы сказал, что да, полковник», — ответил он. Все было устроено достаточно ловко, чтобы обвести вокруг пальца даже меня. Подхватил адвокат. А я и забыл об этом. В самом начале вашей версии было то, что президент Трейдерс-банка, господин Хэллоуэй, сам совершил ограбление, после чего упал замертво в собственном доме. Когда тело обнаружили, он лежал на полу рядом с библиотечным столом. Предполагалось, что при падении он ударился головой о тяжелую резную ножку стола, что и вызвало травму черепа, повлекшую за собой смерть. Первые вызванные врачи были склонны согласиться с этой теорией. Огромное напряжение преступной авантюры вполне могло вызвать подобный исход после того, как человек вернулся к себе домой. Известны случаи, когда эмоциональные потрясения приводили к приступам острого нарушения пищеварения или к разрыву больного сердца. «Конечно, полковник», — согласился свидетель, именно так все это и выглядело. И я попался на удочку, признаю это. В комнате не было никаких следов борьбы. И только после того, как доктор Норт заявил, что человек был убит ударом, вероятно, кочергой, я напал на верный след. Адвокат протяжно угукнул в знак согласия. «Да, произнес он, — это была скверная находка». В его голосе снова послышался странный смешок. Это была чертовски близкая к виселице находка до старины Билла и лживого Луи. Но дальше то дела у вас пошли получше, господин Баркман. Вы нашли 2 носовых платка в горошек, которые были запихнуты на самое дно вазы в библиотеке, а затем вы нашли старину Билла и лживого Луи. И теперь вы, надо полагать, собираетесь их вздернуть. В зале суда послышался подавленный смешок. Подсудимые его не разделили. Крупный пожилой мужчина с коротко остриженной головой дернул адвоката за рукав и заговорил отчетливым шепотом. «Послушайте, полковник, я думал, вы нас защищаете». Адвокат ответил, и в его глубоком, растянутом голосе прозвучали более высокие нотки. «Да, Билл, именно это я и делаю». «Но у тебя же совсем нет ума, Билл. У тебя его никогда не было. Будь у тебя хоть немного ума, ты бы не топтал до этого тюремные нары».
И ведь не было никакой причины тебе туда попадать. Старик Лански пытался сделать из тебя первоклассного взломщика сейфов. Я сидел с ним в камере в ту ночь, когда его повесили. Так вот он говорил, что ты непроходимо глуп. Он говорил, что из тебя никогда не выйдет ничего путного, кроме скупщика краденого, да и то паршивого. Именно так он и сказал, Билл. Он прервал свое долгое повествование тем, что грузно поднялся на ноги. Он протянул руку, взял 2 носовых платка со стола прокурора и переложил их на свой собственный стол. Затем он повернулся к свидетелю. «А теперь, господин Баркман», — сказал он, — «я бы хотел, чтобы вы в точности рассказали нам, что, по вашему мнению, произошло в ночь на 27 число. Я хочу, чтобы вы реконструировали для нас это преступление. Я хочу, чтобы вы показали нам, как именно старина Билл и лживый Луи провернули это дельце». Свидетель пошевелился, словно поудобнее устраиваясь в кресле. Он слегка повел плечом в сторону и посмотрел на присяжных заседателей. «Что ж, полковник», — произнес он, — «думаю, я смогу рассказать вам все в мельчайших подробностях». Он не ожидал, что его прервут. Однако его прервало своего рода взрывное восклицание. Огромный адвокат смотрел на него, опираясь всем своим массивным телом на обе руки, упертые в стол. Свидетель на мгновение замешкался, но затем продолжил. «Дело было так», — сказал он, — «как я это себе представляю. Всем известно, что старина Билл был взломщиком банковских сейфов». И снова последовало громоподобное вмешательство. Он никогда не был хорошим взломщиком. Прогремел адвокат. Он был никудышным взломщиком. Он был настолько чертовски паршивым взломщиком, что в итоге и загремел за решетку. Свидетель рассмеялся. «Как бы там ни было, полковник», — сказал он, — «когда сюда принесло Луи, эти двое состряпали план и провернули все очень ловко». Адвокат снова вставил свое замечание. «Вот это-то мне как раз и не терпится узнать, господин Баркман. Мне не терпится узнать, что именно они сделали и как они это сделали. Я хочу знать во всех подробностях все, что произошло в ту ночь». «Ну», — ответил свидетель, — «я вижу это следующим образом, полковник, и думаю, это чистая правда. Эти люди разработали план, и Луи крутился поблизости до тех пор, пока не выяснил, что президент банка остался в доме один. Это случилось в ту ночь, когда его семья уехала на курорт Спрингс. Об этом писали в газетах. Все об этом знали. И вот, около полуночи они отправились к дому господина Хэллоуэя. И как же они проникли в дом?» — поинтересовался адвокат. «Это не составило труда», — ответил свидетель. Они позвонили в дверь. Им нужно было, чтобы господин Хэллоуэй спустился к ним, и он спустился прямо в домашнем халате, в котором его потом и нашли мертвым в библиотеке. Адвокат изменил позу. Он лениво перебирал пальцами 2 носовых платка в горошек. Свидетель продолжал. Когда господин Хэллоуэй открыл дверь, один из этих жуликов приставил к нему пистолет. Они заперли дверь и повели его в библиотеку. И там они выложили ему, зачем пришли. Они прижали его к стене прямо там, в библиотеке, и заставили выдать комбинацию от банковского сейфа. Но откуда им было знать, поинтересовался адвокат, что комбинация чисел, которую им дал банкир, была верной? Разве его первым порывом, да и порывом любого человека на его месте, не было бы желания назвать неверный шифр? Свидетель усмехнулся. «Старина Билл знает этот трюк», — сказал он. Они просят банкира назвать комбинацию. Они записывают ее под его диктовку,
потом немного ждут и спрашивают снова. И если он соврал и выдумал цифры на ходу, то просто не сможет их вспомнить. Это старый фокус. Так было при ограблении банка в Нортгемптоне, где кассиру жгли ноги за вранье. Огромный адвокат резко повернулся к своим подзащитным. «Ты когда-нибудь слышал об этом, Билл?» «Нет», — ответил подсудимый, — «никогда не слышал». Адвокат снова издал этот свой неопределенный, пустой смешок. «Я верю тебе, Билл», — сказал он, — «хоть никто больше и не верит. Но мне платят за то, чтобы я тебе верил». Он снова повернулся к свидетельскому креслу. Что произошло потом? Крупный подсудимый, у которого вместо галстука был повязан шелковый платок, что-то несвязно забормотал. Адвокат не обратил на это никакого внимания. Он пристально посмотрел на свидетеля. «Продолжайте, господин Баркман», — сказал он. «Что они сделали дальше?» «Ну», — продолжил свидетель, — «когда они записали верную комбинацию, они приставили пистолет к господину Хэллоуэю и заставили его подойти к телефону. Они заставили его позвонить ночному сторожу в банк и наговорить ему в точности то, в чем этот сторож уже поклялся здесь под присягой. Господин Хэллоуэй сказал ему в ту ночь, что его ребенок болен и доктор просит его срочно приехать домой. Господину Хэллоуэю пришлось говорить именно то, что ему велели, потому что они стояли рядом, наставив на него оружие. Они слышали каждое его слово. Банковский сторож спросил его, как же он может оставить банк, и они заставили господина Хэллоуэя ответить по телефону, чтобы тот немедленно отправлялся к себе домой, а сам банкир, мол, сейчас приедет на своей машине и побудет в банке, пока сторож не вернется. После этого они повесили трубку. Адвокат задал вопрос. «И как, по-вашему, они стояли, пока господин Хэллоуэй звонил в банк?» Свидетель поднялся со своего места. Господин Хэллоуэй, разумеется, стоял лицом к телефону, а человек с пистолетом находился позади него, уперев дуло прямо ему в спину. Вот так они и стояли. Он уже собирался сесть обратно, но адвокат перебил его. «Минуточку». Он повернулся к подсудимому, сидевшему слева от него. «Луи», — сказал он, — «я хочу, чтобы ты подошел к господину Баркману и показал нам, как именно ты держал этот пистолет у спины банкира, пока тот разговаривал по телефону. Будем считать, что господин Баркман — это банкир». Все в зале суда были поражены этой оговоркой адвоката. Казалось, он, как и все остальные, был абсолютно уверен в виновности подсудимых, и эта уверенность бессознательно проявилась в его словах. Сам адвокат, похоже, даже не понял, что именно он сказал. Но подсудимый заметил это мгновенно. «Полковник», — запротестовал он, — «как я могу показать ему, как это было сделано, если я этого не делал?» Адвокат раздраженно махнул рукой. «Ой, Луи», — сказал он, — «ты такой лжец, что никто не верит ни единому твоему слову. Делай, что тебе говорят». Затем он наклонился к подсудимому. «Буквально секунду, Ваша честь», — пояснил он судье, — «мне нужно приободрить своего клиента». Он что-то прошептал мужчине на ухо. Подсудимый встал и подошел к свидетелю. Он взял его за плечи и развернул спиной к присяжным заседателям, лицом к судье. Он двигал его до тех пор, пока не установил в точности в то положение, которое ему было нужно, а затем уперся своим длинным указательным пальцем мужчине в спину, прижав остальные пальцы к ладони. «Ну как, полковник?» — спросил он. «Что ж», — протянул адвокат, — «а ты сам то, что думаешь об этом, Луи? Считаешь, все нормально?» «Конечно», — ответил подсудимый.
После этого он вернулся на свое место и сел в кресло. Весь зал суда был одновременно и забавлен, и изумлен. Это было ничуть не хуже хорошего театрального представления. Адвокат тем временем вернулся к допросу свидетеля. «Продолжайте, господин Баркман», — сказал он. «Что они сделали дальше?» «Они заставили господина Хэллоуэя поехать в банк?» Несколько человек, проходивших в конце улицы, видели там его машину и даже заметили, как он сам входил внутрь. Он был один. Каким же образом они заставили его отправиться туда в одиночку, совершить ограбление и вернуться обратно в свой дом? Свидетель снова проницательно улыбнулся. «Они вовсе не заставляли его это делать», — ответил он. «Вот старина Билл, который сидит позади вас, он примерно одного роста с господином Хэллоуэем». Он повернулся лицом к присяжным заседателям. Господин Хэллоуэй, как вы все знаете, был мужчиной примерно такой же комплекции, как и я. Старина Билл надел шляпу банкира и его длинное светлое пальто. Машина стояла снаружи под навесом для экипажей. Он вышел, сел в этот автомобиль и поехал к банку. У него был ключ от двери, который они забрали у банкира, и у него был шифр от сейфа. Так что он просто вошел, открыл сейф, забрал деньги и привез их обратно с собой. Адвокат неожиданно перебил его. «Вот здесь», — сказал он, — «прямо на этом месте». Почему они взяли только крупные купюры, а более мелкие деньги не тронули? Было похищено 20 тысяч долларов крупными банкнотами, купюрами по 500 и по 1000 долларов. Почему они взяли именно их, оставив мелкую наличность? «Я могу это объяснить», — ответил свидетель. «Понимаете, им ведь нужно было где-то прятать эти деньги после того, как они их получат. Им приходилось об этом заботиться. Возможно, им пришлось бы уносить ноги очень быстро. Они не могли доверить хранение денег кому-то другому, а прятать их в тайник опасались, поэтому им пришлось бы постоянно носить их при себе. Вот по этой причине они и взяли крупные купюры». «Ара», — протянул адвокат, — «теперь я понимаю». Это меня сильно озадачивало. Я никак не мог взять в толк, зачем им понадобилось брать крупные банкноты и оставлять все остальные деньги. Но теперь все предельно ясно. Он резко повернулся к подсудимым. «Луи», — сказал он, — «ты мне об этом никогда не рассказывал». Этот прохвост ухмыльнулся, и его лицо расплылось в странной, широкой улыбке. Однако крупный подсудимый, сидевший справа, явно не был настроен на столь миролюбивый лад. Он вскочил со своего места. «Ваша честь!» — крикнул он. «Нас просто предают. Я заплатил полковнику $100 честных денег, чтобы он нас защищал, а вы только посмотрите, что он с нами делает». В зале все покатились со смеху. Адвокат повернулся к нему и заговорил так, словно отчитывал дерзкого ребенка. «Сядь, Билл», — сказал он. «Луи-то прекрасно понимает, что я выстраиваю правильную защиту». «Верно ведь, Луи?» Маленький человек с лисьим лицом продолжал ухмыляться, но ничего не ответил. «Так вот, Билл, мягко, словно обращаясь к дитяти, продолжил адвокат, у Луи хотя бы есть немного ума». «Не так уж много, конечно. Он научился вскрывать заказные конверты, и еще когда только начинал работать почтовым клерком, просто подглядывал за почтовыми инспекторами, которые катали ручку пера под клапаном конверта. И он научился на ощупь определять наличие денег в конверте еще до того, как его вскрыть. Почтовые инспекторы сами его этому и научили. И у Луи хватило ума этому научиться. Он освоил это дело на отлично.
Он может почувствовать купюру через самый толстый конверт, который когда-либо отправляли по почте. А вот ты, Билл, круглый дурак, Лански мне так и говорил. Ни один человек, кроме полного дурака, ограбив банк в Норристоуне, не додумался бы спрятать деньги на чердаке заброшенной школы, оставив за собой дорожку из угольной золы, ведущую от самого окна прямо к люку в потолке. Любой, кроме законченного глупца, хотя бы вытер бы ноги, прежде чем лезть в окно. Весь зал суда задыхался от хохота, даже судья не смог сдержать улыбки. Ничто не могло быть более комичным, чем эти перепалки между адвокатом и его собственным подзащитным. Массивный юрист снова повернулся к свидетельскому креслу. «Ну а теперь, господин Баркман», — произнес он, — «что же они сделали, когда Билл вернулся с деньгами?» «Они довели дело до конца», — ответил свидетель. «Ну хорошо», — сказал адвокат, — «и что же именно они сделали?» «Да тут все ясно, что они сделали», — ответил детектив. Они убили господина Хэллоуэя кочергой из камина, затем спрятали 2 носовых платка, которыми закрывали лица, когда входили, а после этого покинули город. Свидетель откинулся на спинку кресла с таким видом, словно полностью закончил давать показания. Огромный адвокат выпрямился. Весь облик этого человека, словно по щелчку выключателя, претерпел поразительное превращение. Его колоссальная фигура наполнилась энергией. Тяжелое, до этого расслабленное лицо стало твердым и решительным. «Господин Баркман», — произнес он, — «а почему люди, убившие Хайрама Хэллоуэя, не надевали на лица масок?» «Они надевали маски, они лежат на столе прямо перед вами». Юрист даже не взглянул на лежавшие перед ним предметы. Его голос теперь звучал жестко и точно, словно острие стального резца. В таком случае примите это как гипотетический вопрос. Предположим, что они были без масок. На что бы указывал данный факт? Прокурор поднялся со своего места. «Я протестую, Ваша честь», — заявил он. В деле должны присутствовать доказательства, подтверждающие факты, которые берутся за основу в гипотетическом вопросе. «Доказательства будут представлены незамедлительно», — ответил адвокат. Судья сразу же вынес решение по поводу протеста. Полковник обещает указать на улики позже. Он может продолжать, ведь свидетель был вызван именно в качестве эксперта. Адвокат снова повернулся к человеку в кресле и повторил свой вопрос. Свидетель, казалось, замялся. «Я не знаю», — выдавил он. «Вы не знаете». Поразмыслите, господин Баркман. Не означало ли бы это, что человек или люди, совершившие это преступление, понимали, что Хайрам Хэллоуэй слишком хорошо их знает, и никакая обычная маскировка не поможет скрыть их личность? Свидетель не ответил сразу, и адвокат продолжил. И не в этом ли кроется истинная причина, по которой Хайрам Хэллоуэй был убит? Причина, по которой он был убит? Переспросил человек в кресле. Да, именно так. Нужно признать наличие хоть какого-то ума даже у самого обычного вора. Никто не станет без всякой необходимости добавлять к менее тяжкому преступлению еще и убийство. Замаскированные налетчики, совершенно незнакомые покойному, просто вставили бы ему кляп и связали. Для их целей этого было бы вполне достаточно. Но только не для целей знакомого ему убийцы, который пришел без маски. Безопасность для такого человека крылась исключительно в смерти банкира. Адвокат добавил. И эта смерть была настолько неизбежно необходима, чтобы скрыть личность убийцы, что инсценировка несчастного случая была продумана и устроена с величайшей тщательностью. Разве это не так?
Свидетель все это время не находил себе места, беспокойно переминаясь с ноги на ногу, а на его лице отражалось замешательство. Но теперь оно приняло упрямое выражение. Верно то, что это дельце было провернуто очень ловко. Адвокат сделал один решительный шаг по направлению к свидетелю. «А теперь, господин Баркман», — сказал он, — «не объясните ли вы мне, почему убийцы, которые с такой поразительной аккуратностью разыграли эту трагедию, чтобы выдать ее за несчастный случай, вдруг оставили после себя 2 носовых платка с прорезанными для глаз отверстиями, небрежно запихнув их в вазу на столе? Ведь их могли обнаружить, а подобная находка сразу же перечеркнула бы всю версию о несчастном случае. Они просто хотели избавиться от масок. Но если они были без масок? Разве мыслимо, чтобы они сами подбросили их туда и поставили под угрозу все, что так тщательно планировали?» Свидетель пристально наблюдал за адвокатом, и упрямое выражение на его лице становилось все отчетливее. Если они не надевали масок, то, конечно, они бы их туда не положили. Это было бы глупостью. Адвокат подошел еще ближе к свидетелю. Острие его голоса, если можно так выразиться, отточилось еще сильнее. «А теперь, господин Баркман, если эти маски не были спрятаны в вазу самими убийцами, значит, их туда положил кто-то другой. И если их не положили туда в ночь ограбления, значит, их подбросили позже. И если их подбросил кто-то позже, то это был человек, имевший доступ в дом в последующие дни. И если их подбросил туда человек, имевший доступ в дом уже после того, как было установлено, что банкир умер не от естественных причин, значит, их положили туда с целью введения в заблуждение». Он сделал паузу, и его финальная фраза обрушилась, словно тяжелый молот. А обман с предъявлением ложных улик, указывающих на 2 участников, заключался в том, что преступление на самом деле совершил всего один единственный человек. Прокурор резко вскочил со своего места. «Ваша честь», — заявил он. Все это выстроено исключительно на теории, будто на убийцах не было масок. Но в деле нет ни единого доказательства в поддержку подобной теории. Носовые платки, которые налетчики сняли со своих лиц и спрятали в вазе, приобщены к делу, и каждый в этом зале может их увидеть. Адвокат подсудимых протянул руку и взял 2 носовых платка в горошек, лежавшие перед ним на столе. «Самый хитрый преступник», — произнес он, — «всегда совершает и самый грубый промах». Искусный убийца лорда Уильяма Расселла унес с собой нож, которым его жертва якобы перерезала себе горло. Когда человеческий разум, замышляя убийство, пытается сфальсифицировать ход событий, абсурдность его ошибок возрастает пропорционально его же хитроумию. Он встряхнул оба платка и растянул их в пальцах. «Они действительно здесь, и каждый может их увидеть», — повторил он. «И если кто-нибудь посмотрит на них повнимательнее, то увидит, что эти 2 носовых платка никогда не повязывались вокруг лиц налетчиков. Любой человек увидит, что, хотя в этих платках и прорезаны отверстия для глаз, их уголки такие же гладкие и не смятые, словно их только что отгладили утюгом. Если бы их завязывали на головах убийц, на них остались бы следы натяжения и складки от узла». Теперь он повернулся к судье. «Ваша честь», — звучно произнес он, — «изощренная хитрость всего этого преступного замысла абсолютно непостижима для скудного ума этих подсудимых. Это работа человека куда более компетентного. Человека, которого покойный прекрасно знал. Человека, который понимал, что маскировка бесполезна. Того, кто имел свободный доступ в дом и сумел состряпать улики для второй версии, когда первая с треском провалилась. Именно такой человек и был убийцей Хайрама Хэллоуэя.
В зале суда воцарилась абсолютная мертвая тишина. Свидетель сидел, намертво вцепившись в подлокотники своего кресла, а его лицо исказилось, словно от невыносимого физического давления. Огромный адвокат дождался окончания своей многозначительной паузы и добавил последнюю фразу. «А теперь, когда мы нашли деньги, мы можем назвать и имя этого человека». Совершенно ошеломленный прокурор задал вопрос, ответа на который замертво ждал весь зал суда. Нашли деньги. Но где? Массивный юрист опустился в свое кресло. Его гигантское тело снова расслабилось, лицу вернулось прежнее туповатое спокойствие, а голос перешел на старое, идущее из самых глубин, затихающее унылое поскуливание. Они зашиты в подкладке пиджака господина Баркмана. Лживый Луи нащупал их, когда разворачивал его перед присяжными. Ходок из секретной службы, Мелвилл Дэвисон Пост. 9 глава. Защита по принципу таинственного незнакомца. «А теперь, Элен», — произнес адвокат, — «я хочу, чтобы вы в точности объяснили нам, почему вы закричали, когда выбежали из дома. Почему вы крикнули «Спасите меня, полковник»?» «Я была сильно напугана», — ответила свидетельница. «Я не знала, что со мной произойдет». «Вы подумали, что то же самое, что случилось с адвокатом мистером Каландером, может случиться и с вами?» «Я не знаю, полковник. Я просто очень испугалась». Шел 3-й день уголовного процесса. Полковник Арман вызвал подсудимую на трибуну для дачи показаний в свою защиту. Это казалось отчаянным риском. Женщина в качестве свидетеля всегда остается непредсказуемым экспериментом. Старые судебные эксперты, находившиеся в зале, были практически единодушны. В данном случае этот эксперимент – ошибка. Подсудимая была слишком большой загадкой. Одна из тех маленьких, блеклых блондинок с безмятежным, непроницаемым лицом. Она казалась способной как на все, так и ни на что, смотря что вы сами решите в ней увидеть. Крупный адвокат продолжил. «Но вы ведь знали, что с мистером Каландером что-то случилось?» «Я слышала выстрелы». «Да, я знала, что с ним что-то случилось». «Давайте ненадолго задержимся на этой детали», — продолжил адвокат. «Вы не согласны с шефом полиции по поводу количества прозвучавших выстрелов. Вы посчитали, что выстрелов было 3, 1, а затем 2 вместе или почти вместе?» Прокурор перебил его. «Полковник, если уж вы собираетесь наводить свидетельницу на нужные ответы, то почему бы не делать это с какой-то определенной целью? Почему бы вам не заставить ее сказать, что выстрел был всего 1?» Огромный защитник подсудимой вытянул руку в сторону говорившего, жестом человека, который отмахивается от назойливой мухи, но в остальном даже не шелохнулся в своем кресле. Все его тело пребывало в полном покое. Он говорил, не двигая ни единым мускулом. «Так вот, Элен, прокурор ставит вам в вину то, что вы ожидали, что что-то произойдет. Что вы скажете на это? Вы ведь не отрицаете этого, верно?» «Ну, полковник», — ответила свидетельница, — «я думала, что с мистером Каландером может что-то случиться. Я думала об этом все время». «Значит, вы все-таки этого ожидали?» «Да», — ответила свидетельница, — «думаю, можно сказать, что я этого ожидала». Это подводит нас к еще одному обвинению против вас. Он взял оружие, лежавшее на столе перед ним. Это был 32-калиберный барабанный револьвер обычного типа. «Вы можете опознать это оружие?» — спросил адвокат.
Это револьвер, который мистер Каландер держал в своей спальне. «А теперь, Элен», — сказал адвокат, — «сторона обвинения представила показания, чтобы доказать, что вы относили этот пистолет к оружейнику, мистеру Парксу, чтобы он почистил и зарядил его для вас. Это было во вторник, за неделю до смерти мистера Каландера. Прокурор требует, чтобы я объяснил этот случай с опорой на какую-нибудь теорию, если смогу, которая бы противоречила его версии о том, что вы тем самым обеспечили себя оружием для убийства мистера Каландера». Он сделал паузу. «Нас не интересуют чьи-либо теории, Элен. Расскажите, как все было на самом деле». «Я испугалась, полковник, как я уже и говорила. Я подумала, что в доме должен быть пистолет, который сможет выстрелить». Адвокат ненадолго замолчал, словно задумавшись, а затем продолжил. «Это второе обвинение, которое сторона государства выдвигает против вас. Но есть и еще одно. Давайте соберем их все вместе, чтобы мы могли в точности объяснить присяжным, что все это значит». Прокурор показал здесь, вызвав множество свидетелей, что вы иногда угрожали адвокату, мистеру Каландеру. Что было известно, будто вы ссорились с ним, и что вы не раз говорили, что убьете его. Скажите, разве это не правда? Свидетельница на мгновение замешкалась. Она рассеянно оглядела зал суда, а затем ее взгляд остановился на полу. «Да», — произнесла она, — «все это правда. Но я была не единственным человеком, который желал ему смерти». Она запнулась. То, что говорила я, было просто словами, пустой болтовней. А вот другие люди, которые хотели его убить, говорили это всерьез. Крупный адвокат слегка выпрямился, сделав едва заметный жест. «Дело в том, Элен, что вы всегда его любили». Свидетельница продолжала смотреть в пол. «Да», — ответила она, — «слишком сильно любила, полковник». Адвокат, казалось, внутренне подобрался. Он встал из-за своего стола. «Теперь», — продолжил он, — «давайте соберем воедино все мрачные детали этого дела. Вы говорите, что другие люди желали смерти этому человеку. Почему вы так утверждаете, Элен?» «Ну, полковник», — ответила свидетельница, — «мне довольно трудно ответить на это. Все знают, что у мистера Каландера было много врагов, многие его не любили. Полно людей имели точно такие же причины угрожать ему убийством, как и я, и они, должно быть, говорили это всерьез, в отличие от меня». «Элен», — сказал адвокат, — «давайте попробуем выразиться немного точнее. Вы утверждаете, что существовали люди, которые хотели убить адвоката Каландера. Вы считали, что он в опасности, и поэтому отдали это оружие почистить и зарядить, чтобы у него было средство для самозащиты?» Прокурор прервал его. «Минуточку, полковник», — произнес он. Свидетельница ничего подобного не говорила. Адвокат сделал небрежный жест рукой. «Возможно, не совсем такими словами», — отозвался он, но в этом заключается суть и смысл ее ответов. Я позволю ей ответить за себя. Что вы скажете на это, Элен? Свидетельница ответила без колебаний. «Все верно», — сказала она, — «именно так оно и было. Я думала, что мистеру Каландеру грозит смертельная опасность, и считала, что у него должен быть заряженный пистолет, который сможет выстрелить. Вот почему я отнесла его к мистеру Парксу». Крупный адвокат одобрительно кивнул. «Теперь скажите, что заставило вас подумать, будто жизнь покойного находится в опасности? У вас ведь должна была быть для этого какая-то причина?» «Ну», — произнесла свидетельница, —
к мистеру Каландеру постоянно кто-то приходил. Я часто слышала, как он ссорился с людьми, которые к нему заявлялись. Его кабинет выходит прямо на веранду. Иногда они поднимались на веранду и стучали в дверь. Они ведь не всегда стучали в дверь, не так ли? Поинтересовался адвокат. Иногда они просто звали его. Свидетельница посмотрела на юриста так, словно не совсем уловила суть вопроса. «Да», — ответила она, — «иногда они его звали». И тогда они оставались стоять внизу, на земле, продолжил адвокат. Веранда перед дверью узкая. Получается, они находились ниже мистера Каландера, если бы он стоял в дверях? Да, сэр, подтвердила свидетельница, земля там ниже веранды. Любой, кто стоял на земле, оказывался ниже мистера Каландера. Прокурор снова вмешался. Какое это вообще имеет отношение к делу? Бросил он. Вы что, собираетесь притянуть сюда защиту по принципу таинственного незнакомца? Большой адвокат резко развернулся на каблуках. «Ваша честь», — произнес он, обращаясь к судье, — «я протестую против этого выражения. Это несправедливое выражение. Ему не место в судебном процессе, единственная цель которого — докопаться до истины. Прокурор не имеет права пытаться настроить присяжных против подсудимой. Это недостойный выпад. Если подсудимая не убивала мистера Каландера, значит, его убил кто-то другой. И если мы не знаем в точности, кем был этот другой человек, мы не можем списывать его со счетов как мифического, таинственного незнакомца, будто он всего лишь плод воображения. Судья ничего не ответил. Он привык к этим перепалкам между адвокатами, которые всегда разыгрывались ради внешнего эффекта, и старался не вмешиваться в них, если была такая возможность. Прокурор ответил с плохо скрываемой иронией. «Если подсудимая не убивала его». Повторил он эхом. «Именно так», — отозвался полковник, — «и специально для вас, сэр, я скажу, что прямо сейчас намерен доказать. Она не только не убивала его, но и просто не могла этого сделать». Прокурор сделал неопределенное движение в воздухе растопыренными пальцами. На его лице все еще играла ироническая усмешка. «Ну, валяйте», — бросил он. «Так вот, Элен», — продолжил адвокат, — «что заставило вас подумать, будто снаружи дома, на земле под верандой, находился кто-то, кто позвал мистера Каландера к двери?» Прокурор вскочил на ноги еще до того, как адвокат успел закончить фразу. «Ваша честь», — заявил он. «Это просто смехотворно». Полковник Арман под конец этого дела решил вытащить одну из старых шаблонных линий защиты. «Ваша честь знает их, все их знают. Это последнее убежище для виновных, алиби и таинственный незнакомый». Использовать алиби он не смог, потому что эту женщину видели на месте преступления абсолютно все. Даже полковник Арман со всей его проницательностью не сумел бы состряпать здесь алиби. Так уж вышло, что Роберт Макнегл, шеф полиции, находился в здании пожарной части как раз чуть ниже дома Каландера. Полковник Арман тоже был там. Они сидели в пожарной части, когда услышали выстрелы. Макнегл побежал вместе с полковником к дому Каландера, и они оказались на месте первыми. Макнегл находился там, когда эта женщина выбежала из дома и закричала: «Спасите меня, полковник!». Он бросился за ней и вернул ее назад, так что от алиби пришлось отказаться. Единственное, что им осталось, это таинственный незнакомец. Прокурор усмехнулся. Полковнику Арману нужно хоть из чего-то слепить защиту.
Мы доказали, что у этой женщины был мотив для убийства Каландера. Это старейший мотив в мире. Она жила там в качестве экономки. Я не утверждаю, что другие люди не желали ему смерти. Я и не пытался ввести суд в заблуждение относительно личности покойного. Все знают, что наш покойный брат Каландер был довольно веселым старым псом, который ходил по краю, и неудивительно, что кто-то его прикончил. И его действительно убили, но это был вовсе не таинственный незнакомец. Мы показали, кто это сделал. Это сделал человек, у которого был мотив для убийства, возможность для убийства, который не только угрожал сделать это, но и заранее подготовил оружие. Здесь налицо все элементы, которых требует закон, время, место, возможность, мотив и поведение. Да, она, считай, сама во всем призналась, когда Макнегл бежал за ней, чтобы вернуть в дом. Большое счастье, что Макнегл оказался поблизости. Крупный адвокат шумно и бурно согласился. «Это действительно счастье», — произнес он. То, что Макнегл оказался на месте, это величайшая удача, которая только могла случиться. Он повернулся к прокурору, который как раз возвращался к своему стулу. «Это правда», — сказал полковник, — «я сидел в пожарной части вместе с Макнеглом, когда мы услышали выстрелы. Он побежал вместе со мной, и мы первыми прибыли на место. И это напоминает мне, что прямо сейчас я хочу задать Макнеглу 1-2 вопроса». Он огляделся. Шеф полиции сидел на стуле за барьером, прямо позади прокурора. Он сделал движение, собираясь встать. «Не вставайте», — остановил его адвокат. «Вы можете ответить прямо с места. Скажи мне, Бобби, мы ведь услышали 2 выстрела один за другим? Они прозвучали с очень небольшим промежутком, верно?» «Да, полковник», — ответил шеф полиции, 2 выстрела прозвучали один за другим, в быстрой последовательности. «Но этот интервал был вполне достаточным», — уточнил адвокат, «чтобы мы могли с уверенностью утверждать, выстрелов было именно 2». «Все верно, полковник», — подтвердил шеф, «они прозвучали почти вместе, но выстрелов было 2». И это подтвердилось тем фактом, что пистолет, лежавший на полу, выстрелил дважды. В барабане было 2 пустые гильзы, когда мы его подняли. Из него стреляли 2 раза. «Секундочку, Бобби», — прервал его адвокат. «Я хочу быть абсолютно уверенным в этом. В том, что вы слышали именно 2 выстрела, ошибки быть не может, ведь так?» «Да, это правда», — сказал шеф, «мы слышали 2 выстрела, никакой ошибки здесь быть не может». «Иногда», — произнес полковник, «случается так, что выстрелы гремят один за другим настолько быстро, что сливаются в один звук. Я имею в виду, что несколько выстрелов могут быть сделаны с такой бешеной скоростью, что на небольшом расстоянии человек услышит лишь один отчетливый хлопок. Или же звуки так смешаются, что покажется, будто выстрел был всего один. Скажи, разве это не так?» «Да, это правда», — ответил шеф полиции. «Так случилось, когда убили Джонса на электростанции. И то же самое произошло во время нашей перестрелки с латышскими налетчиками. Я тогда даже не смог определить, сколько раз тот парень в меня выстрелил. Мне показалось, что он пальнул 3, а оказалось 5 или 6 раз, потому что все патроны в его пистолете были расстреляны». «Вот», — подхватил полковник. «Именно это, Бобби, я и хотел выяснить. Иногда выстрелы звучат так близко друг к другу, что даже самый опытный человек, такой компетентный специалист, как вы, не сможет с уверенностью сказать, один это был звук или несколько». Шеф полиции взялся руками за лацканы своего пиджака и посмотрел на адвоката.
здесь вы правы, полковник. Но вы ведь не пытаетесь сейчас доказать, что в ночь убийства Каландера был сделан всего один выстрел, верно? На лице юриста отразилось безграничное удивление. Бобби, конечно же нет. Что я особенно хочу установить и закрепить, так это то, что выстрелов совершенно точно было 2, и прозвучали они один за другим. Но как минимум 2 выстрела — это ведь абсолютный факт, Бобби. Одновременно с ними могло прозвучать и больше выстрелов, их могло быть 3 или 4, но вне всякого сомнения, вне всяких подозрений, их было по меньшей мере 2. Мы их слышали. Вы слышали 2 выстрела, правильно я говорю, Бобби? Все верно, ответил шеф полиции, 2 выстрела были, это уж точно. Бобби, продолжил адвокат, вы глава полиции. Мы с вами первыми оказались на месте происшествия. Вы знаете об этом деле больше, чем кто-либо другой, и ваши слова значат куда больше, чем заявления всех остальных свидетелей, вместе взятых. А теперь послушайте меня очень внимательно и поправьте, если я где-то допущу ошибку. Разве все было не так? Вы, я и еще несколько парней сидели в пожарной части. Мы разговаривали. Я как раз рассказывал вам про дело Бейкера, самое странное дело в мире, когда мы услышали эти выстрелы. Один прямо за другим. Не знаю, сколько их было всего, но 2 совершенно точно. Мы с вами побежали к дому Каландера, который стоит как раз через дорогу от пожарной части. Когда мы входили, подсудимая, Элен, выбежала наружу и на бегу закричала: «Спасите меня, полковник!». Вы бросились за ней, чтобы поймать, а я пошел дальше в дом. К тому времени подоспел патрульный Скалли, который как раз обходил этот участок. Вы передали женщину ему и вернулись. В этот момент я стоял в дверях, ведущих в кабинет Каландера. Полковник замолчал. Он пристально посмотрел на шефа полиции. «Послушайте, Бобби, вы ведь не обидитесь, если я скажу, что всегда проявлял к вам большой интерес? Когда вас только назначили на должность, я старался поделиться с вами своим опытом. Я объяснял, что именно нужно делать в первую очередь при обнаружении преступления. Вы способный человек, Бобби, вы поняли, что я имел в виду, и это пошло вам на пользу. Вы прекрасно знаете, как вести себя на месте преступления. Вы понимаете, насколько важно принять все меры предосторожности, чтобы сохранить обстановку до мельчайших деталей именно в том виде, в каком она была на момент обнаружения. Ведь так, Бобби? Да, все так. Я не отрицаю, что вы подсказали мне много полезных вещей, да и сам я кое-чему научился. В любом случае, вы правы. Самое первое, что нужно сделать, это позаботиться о том, чтобы все оставалось на своих местах. В точку. Воскликнул адвокат. А теперь, Бобби, скажи, разве это не правда, что Каландер лежал на полу мертвым, а его пистолет находился рядом с ним на полу, и 2 патрона в нем были расстреляны? При этом все двери и окна были заперты. В комнате вдоль стен стояли книжные шкафы со стеклянными дверцами, и все они тоже были закрыты. И первое, что вы сделали, Бобби, это приняли все меры предосторожности, чтобы каждая вещь в комнате оставалась ровно в том виде, в каком ее обнаружили. Вы наложили печати на все двери и окна, на все выдвижные ящики столов и на дверцы книжных шкафов, чтобы они оставались закрытыми в точности так, как их застали. Вы также аккуратно обвели мелом на полу положение тех предметов, которые необходимо было убрать, например, оружие и тело покойного. Разве все было не совсем так? Да, это правда, полковник. Именно так я и поступил.
Теперь, продолжил юрист, судя по виду стола в той комнате, было совершенно очевидно, что Каландер работал над судебной речью. Перед ним на столе лежал блокнот и бумаги по делу мостостроительной компании против Западной железной дороги. Мы знаем, что он работал над этой речью, потому что слушание дела должно было вот-вот начаться, и потому что его заметки в блокноте были написаны чернилами, и эти чернила еще не высохли. Это ведь тоже правда? Да, ответил шеф полиции, это правда. Каждый абзац, записанный в блокноте, продолжал адвокат, представлял собой часть судебного решения из сборника судебных отчетов Соединенных Штатов Америки. Это была половина длинной аннотации к судебному решению, и он успел переписать ее примерно наполовину. Как я уже сказал, чернила на бумаге еще не высохли. Они все еще немного размазывались, если провести по ним пальцем. То есть мы четко видим, чем занимался этот человек. Он сидел за столом и переписывал эту аннотацию, когда его прервали. «Верно, Бобби». «Должно быть, все так и было», — согласился шеф полиции. Каландер, по всей видимости, сидел именно там, когда все началось. Полковник продолжил. Каландер был убит пулей, которая вошла в грудь и пошла под углом вверх. Ее обнаружили у лопатки, и она была настолько сплющена, что никто не мог точно определить ее калибр. Разве это не так? Прокурор перебил его. В этом нет ничего особенного, полковник. Хирурги утверждают, что по своему объему пуля была примерно 32-го калибра. К тому же на полу лежал пистолет, из которого ее и выпустили. Крупный адвокат сделал останавливающий жест рукой. «Давайте строго придерживаться истины», — произнес он. А истина такова, что пуля была деформирована настолько сильно, что никто не может со всей точности назвать ее калибр. Доктор Халл говорит, что, по его мнению, это был 32-й калибр, но он также открыто заявляет, что не знает этого наверняка. Прокурор упрямо настаивал на своем. Но ведь на полу лежал пистолет, из которого были выпущены 2 пули. Вот. Подхватил адвокат. Вот теперь мы подошли к самому главному моменту, который доказывает невиновность подсудимой. Если в этой комнате при закрытых дверях и окнах было выпущено 2 пули, и одна из них убила Каландера, то куда делась вторая пуля, которая в него не попала? Он повернулся к шефу полиции и сделал шаг к нему навстречу. Его голос стал тише, в нем появились доверительные, заговорщические нотки. Так разговаривают, когда обсуждают с кем-то важную, скрытую от чужих глаз тайну. «Послушай, Бобби», — сказал он, — «я ведь поручил тебе тщательно осмотреть эту комнату сверху донизу, каждый ее сантиметр, именно в том виде, в каком она осталась после того, как ты запечатал окна и двери». «С какой целью?» «Чтобы выяснить, Бобби, что случилось с той, второй пулей». Пуля не может раствориться в воздухе. Она не может просто исчезнуть. Она обязана во что-то врезаться. Нашел ли ты место ее попадания? Шеф полиции заерзал на стуле. От его прежней уверенности не осталось и следа. Он выглядел растерянным. В его голосе зазвучали оправдательные нотки. Он поочередно посмотрел на судью, на прокурора и на присяжных. «Я обязан говорить только правду», — произнес он наконец. «Я так и не смог найти место, куда попала вторая пуля. Я вообще не смог ее отыскать. Но вы ведь осмотрели в комнате абсолютно все, не так ли?» Продолжал полковник. «Вы обыскали ее вместе с доктором Халлом и патрульным Скалли. Вы проверили каждый сантиметр.
«Да», — ответил шеф полиции, — «мы осмотрели каждый сантиметр». «И вы не нашли никакого следа от пули?» Шеф полиции повернулся и обратился напрямую к судье. «Нет, Ваша честь, мы не смогли его найти. Это какая-то чертовщина, загадка, куда делась эта вторая пуля. Тот, кто стрелял в Каландера, должно быть, в первый раз промахнулся, потому что в тело попала только одна пуля, а выстрелов то было 2. Я сам их слышал, да и в пистолете было 2 пустые гильзы. Кто бы его ни убил, этот человек, видимо, выстрелил и промахнулся. Но если это так, пуля должна была во что-то попасть внутри комнаты. А она ни во что в этой комнате не попала. Вот именно. Голос адвоката вернулся к своей обычной громкости. «Бобби, вы ведь не можете в этом ошибаться». «Нет», — ответил шеф полиции, — «здесь не может быть никакой ошибки. Я обследовал все слишком тщательно, слишком много раз. В этой комнате нет следов от пули». Он произнес это с такой твердой решимостью, что вопрос был окончательно закрыт. Зал суда внезапно оживился. Зрители, заполнившие все ряды, подались вперед. Теперь у них появился глубокий, новый интерес, рожденный сомнением, интерес к неразгаданной тайне. На этом полковник Арман завершил представление своих доказательств. Теперь у него были 2 элемента, за которые борется любой адвокат в отчаянной уголовной защите — сомнение и интригующая загадка. Сомнение он разовьет в своей итоговой речи, а для загадки у него уже было готово решение. Но он был слишком мудр, слишком велик как мастер драматического эффекта, чтобы раскрыть это решение раньше нужного момента. У него не было ни малейшего намерения позволить прокурору заранее обесценить его версию в своей вступительной речи перед присяжными. И лишь потом, когда в своем выступлении он подготовил почву, когда защита была тщательно выстроена, а атмосфера в зале суда стала такой же напряженной и ожидающей, как перед закрытой дверью, он раскрыл разгадку, словно человек, который величественным жестом распахивает эту закрытую дверь. МакНегл не смог найти следов пули в комнате, потому что в самой комнате не было никакого выстрела. В ту ночь убийца вызвал Каландера к дверям, и тот вышел, сжимая в руке свой пистолет. И там, с открытой дверью, глядя на веранду, произошла перестрелка. Это была мгновенная дуэль. Каландер выстрелил дважды, а убийца — одновременно с последним выстрелом пистолета. Это был тот самый 3-й выстрел, который различила подсудимая. Как же все стало ясно. Каландер боялся этого. Он ожидал, что это произойдет, поэтому вышел к двери с оружием в руках и открыл огонь, как только появилась угроза. Адвокат в лицах воссоздал эту драматическую сцену. Человек, почувствовав удар пули, отпрянул назад, захлопнув дверь, затем, пошатываясь, уронил пистолет, попытался добраться до своего кресла, но рана оказалась смертельной, и он повалился, упав за кресло, именно там его и нашли. Теперь все подтверждающие факты стали очевидны. Никаких следов пули в комнате, а траектория пули шла снизу вверх, от убийцы, стоявшего на земле под верандой. Это было впечатляющее трагическое представление. Под воздействием его яркой силы присяжные поверили, что они воочию наблюдают за самим актом убийства. Они увидели все так, как это произошло на самом деле, а уверенность и напор адвоката запечатлели эту картину в их сознании, как печатью. Никакие последующие доводы обвинения уже не могли этого изменить. Невиновна, таким был вердикт, вынесенный менее чем за час. Полковник Арман и оправданная подсудимая вышли из зала суда, спустились по ступеням и вошли в его кабинет, расположенный в подвальном этаже здания суда. Женщина, расслабившись, опустилась в кресло.
«Полковник», — сказала она, — «сегодня вы меня спасли». Адвокат с удивлением посмотрел на нее. «Ну что ты», — ответил он, — «сегодня я тебя не спасал». Его голос сорвался на тот самый долгий, затухающий хриплый тон. «Я спас тебя, Элен, еще тогда, когда ты попросила меня об этом. Пока Макнегл бегал, чтобы схватить тебя, я успел вернуть обратно в книжный шкаф тот самый юридический справочник, из которого Каландер выписывал цитату для своей речи. Тот самый справочник, который он поднял перед собой, чтобы защититься от твоего первого выстрела. Пулевое отверстие в его обложке. «Элен», — добавил он, — «если бы ты во второй раз выстрелила поверх этой книги, а не под нее, как ты сделала, я даже не представляю, черт возьми, как бы мне удалось тебя вытащить».